Вы спокойно пьете утренний кофе, смотрите на соседнюю крышу, а там бегает волк. Однажды такое случилось. Животное устроило на одной из улочек города настоящий переполох. Но, как оказалось, на крыше в тот злополучный день был не волк, а пес породы хаски. Но люди об этом не подозревали, как и хозяин собаки не подозревал о том, что животное залезло на крышу и перепугало всю округу. Впрочем, и пес не знал, что люди его боятся. Питомец просто решил развлечься и забрался на крышу, хотя, похоже, у него был один стоящий мотив. Хозяин песика пару дней назад взял его из местного приюта. Он назвал серо-белого хаски Эрха. Они еще не успели толком привыкнуть друг к другу, и поэтому до знакомства с соседями дело тоже не дошло. Но, как все знают, хаски – создания крайне любопытные и активные. Эрха увидел в соседнем дворе пуделя и во что бы то ни стало решил познакомиться с ним. А так как участки разделял плотный забор, крыша была единственной возможностью. Дети соседей играли в это время во дворе и, завидев хаски на крыше, стали кричать «Волк! Волк! Волк на крыше!». Их родители, выглянув в окно, забеспокоились и кинулись во двор спасать своих чад. Но, увидев зверя ближе, они рассмеялись. Эрха был настроен вполне дружелюбно и был похож на собаку. Услышав крики детей, во двор выскочил хозяин пса. В этом сумбуре он долго не мог понять, о каком волке речь. Когда парень посмотрел на крышу, все встало на свои места. Дальше последовали объяснения и знакомство с новым пушистым соседом. Хозяин помог Эрхе спуститься вниз, и они вместе с детьми и пуделем весело поиграли. Теперь они встречаются ради общего времяпровождения почти каждый день. А вот лестницу, приставленную к крыше, все-таки пришлось убрать. Уж слишком активным и любопытным оказался пушистый красавец. На самом деле, Эрха не единственный хаски, замеченный за такими проделками. Эта порода любит не только много бегать, но и забираться на возвышенности. А еще хаски могут добры к другим животным. Пригорки, стога сена, куча мусора – все подойдет для покорения и игр. Питомец радостно заберется наверх и будет обозревать округу свысока. Конечно, у каждой собаки свой характер, и воспитаны они могут быть по-разному, но в основной своей массе хаски снова и снова готовы покорять новые вершины. А ваши собаки забирались когда-нибудь так высоко? Поделитесь своими историями в комментариях.